Друзья, приветствую и благодарю, что вы на канале Источник. Подпишитесь, чтобы не пропустить интересные, познавательные и увлекательные истории и рассказы. Приятного прослушивания. Семья Ульяновых. Отец. Продолжение. Ульянов покинул дом губернатора очень довольный собой. Сам удивился своей находчивости, но с волками жить, по волчьи выть. Привлечена к делу фон Гольц. Насчет этой бареньки Илья Николаевич не строил иллюзии. Не удивится, если красавица Лизет швырнет подписной лист в лицо, да не фельдъегерю, а самому губернатору. Ульянову казалось, что он видит ее насквозь. Да, он был наблюдателен, как и свойственно хорошему депутату, но вместе с тем кристально честен. А очень честные люди порой не способны разглядеть во всей глубине мерзость человеческой натуры, таящуюся, скажем, под личиной златокудрого ангела, и расплачиваются за это. Но не будем забегать вперед. Пока что поступили сведения, что госпожа фон Гольц подписной лист приняла. Симбирские губернские ведомости не замедлили оповестить публику о благородном почине господина губернатора. Сумма пожертвования была выделена жирным шрифтом. В уважение к хозяину поднатужили земские деятели, несколько увеличили пособия сельским школам, а государственная казна, она верна себе, как и в предыдущие годы, ассигновала на начальное образование в губернии круглый нуль. И раскошеливаться пришло прежде всего мужику, подать в казну отдай, выкупные за помещичьи земли снеси, вот и земство свое требует. Установила земские сборы, в каждом бюджетном рубле 85 копеек крестьянских. Крестьянин мыслит практически, уважает арифметику, дважды два, да трижды три. Плати, господин заезжий купец, правильную сумму за зерно, что тебе смолочено за неделю, за куделю, за овчины. А к чтению письму недоверие. Крестьянин негодует. Мальчишка 2, а то и 3 зимы потерял, а читать не может. Да на кой ляд там такая школа? Илья Николаевич говаривал по этому поводу учителям. Жертву буквослагательного способа гениально показал Гоголь. Вспомните чичиковского Петрушку. Все читал с равным вниманием. Если бы ему подвернули химию, он и от нее бы не отказался. Ему нравилось не то, о чем читал он, но больше самое чтение, или лучше сказать процесс самого чтения, что вот из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз черт знает, что и значит. Полный переворот в обучении грамоте нес звуковой метод, разработанный передовой педагогикой. Ульянов был страстным его пропагандистом. Изначально в руках учителя материал здесь не буква, а полное слово. Слово звучит в классе, ученики повторяют его вслед за учителем. Слово во всех его красках, со всей музыкальностью, на полную глубину смысла, затем при помощи учителя незаметной дети расчленяют слово по слогам, а там, не затрачивая особых усилий, добираются и до букв. Не проходит и года, как ученик, не умевший книгу раскрыть, уже бойко и осмысленно читает. Зеленый шум, весенний шум, идет-гудет. Звуковой способ, мыслилось Ульянову, принесет школы дыхание весны, да и мужик увидит толк в школьном обучении детей. Да, он беспартошный, говорил себе Ульянов, да, у него пустой от поборов карман, но он, наш мужичок, вместе с тем и несметно богат, мудростью богат народной мудростью, и заключал: вот это богатство свое, которого никто не в силах отнять, мужики положат полной пястью на школы. Ульянов обернулся и, не без труда, оторвавшись от работы, встал навстречу Щегольски, уже по-летнему одетым посетителям. На пороге Назарьев улыбается с таким видом, что вот-вот преподнесет сюрприз. Сюрпризом оказался его спутник. «Привел и представляю вам, Илья Николаевич,
нашего нового председателя уездного училищного совета Николай Александрович Языков. Короткая церемония знакомства, и приступили к делу. Ульянов разложил на столе материалы своего зимнего объезда губернии. Все было проанализировано, приведено в систему. В заключении беседы Илья Николаевич развернул на столе чертеж школьного здания. «На ваш суд и усмотрение, господа». Языков осторожно заглянул в чертеж, мало что понял в нем и спросил: «Это у нас в земстве изготовили в строительном отделе?» Ульянов усмехнулся. Пробовал туда обращаться, но земцы школьным строительством гнушаются, мудрствуют над чем-то более значительным. «Так откуда же этот проект?» «Мой собственный. В проекте сельская школа. Илья Николаевич позаботился о том, что в классе, рассчитанном на определенное число учащихся, было бы достаточно в соответствии с научно-гигиеническими нормами света и воздуха, чтобы зеркало печи излучало тепло, соразмерно помещению и потребностям детского организма, чтобы удобен был вход, а на случай пожара и безопасный выход». Учитывая скудость земской кассы, здание школы запроектировал одноэтажное деревянное. К проекту были приложены расчеты строительных материалов, рабочей силы и денежная смета. Прошу обратить внимание на форточки в окнах. За форточки косьми лягу. Это же бедствие. Во всей губернии школы без форточек. Проект понравился. «Не сомневаюсь, что мы утвердим его на училищном совете», — сказал Языков. «Да, заодно и пристыдим наше земство, этакие бездельники». «Я уже голосую», — подхватил Назарьев. С первых же месяцев своей инспекторской деятельности Илья Николаевич стремился использовать любую возможность для подготовки учителей. В Симбирске при городском уездном училище обнаружил учительские курсы и тут же принял участие в их работе. Расширяя и расширяя подготовку учителей, Ульянов пришел к идее учительских съездов, убедил губернатора поддержать его перед попечителем округа. В.Н. Назарьев дал с натуры картинку съезда. Слух о съезде, вскоре задуманном Ульяновым, вызвал неописанное волнение между нашими сельскими педагогами. А в начале сентября, если не ошиблюсь, 1873 года к Симбирску потянулись разнообразные тележки и брички с законоучителями, учителями и учительницами, стремившимися на съезд. На следующий день зала мирового съезда преобразилась до неузнаваемости. В углах размещены деревья всех существующих в нашей местности пород и образцы всевозможных хлебов, а на возвышении учебные пособия. Все носило на себе отпечаток небывалого одушевления и лихорадочного напряжения. Обсуждение уроков становилось все живее и живее, выяснились главные положения педагогики и лучшие приемы обучения грамоте и счету. Последний день съезда приходился на праздник. Еще до обедни толпа учителей со своим инспектором и одним из членов совета направилась к телеграфной станции. Здесь Ульянов познакомил их с законами электричества, а после обедни им же показал физический кабинет военной гимназии. Больше и показывать было нечего в нашем городе. Учительские съезды стали ежегодными. Откликаясь на потребности от одного уезда, то другого, Ульянов каждый съезд проводил лично. Илья Николаевич получил с почтой из Казани подарок. Это была тонюсенькая в синей обложке книжечка, под обложкой на титульном листе и Яковлев букварь для чуваш с присоединением русской азбуки. Казань. В губернской типографии. 1873. Все 32 странички букваря исполнены от руки, а затем, видимо, отпечатаны с камня. И понятно, почему, взяв за основу русский алфавит, Яковлев вынужден был русские буквы, чтобы приспособить их к чувашской фонетике, испещрить различными значками, а в наборной типографской кассе вновь изобретенный литер
разумеется, не нашлось. Илья Николаевич, перелистывая книжечку, называл всех чувашские слова, сверяясь с яковлевской их транскрипцией. Хорошо и просто. Заключил он, написал Яковлеву в Казань. Я получил вчера экземпляр вашей книжки. Очень рад за вас, что она окончилась печатанием. Постараюсь употребить со своей стороны возможное содействие распространению ее в чувашских школах. Кто же такой Яковлев? Чуваш, студент Казанского университета. По окончании университета Иван Николаевич Яковлев при содействии Ильи Николаевича был определен инспектором чувашских школ в Симбирской и смежных с ней губерниях. Яковлев восторженно полюбил Илью Николаевича, и они навсегда остались друзьями. Сохранились документы, читая которые, как бы обозреваешь обширную деятельность Ильи Николаевича Ульянова. Это его ежегодные отчеты. По титулам отчета заключен научно-исследовательский труд, страстный, полемический, опирающийся, разумеется, анонимно на идеи Чернышевского, например, о роли воспитания детей наук общественных Чернышевского и Добролюбова, об обучении детей каждой национальности на родном языке Чернышевского и Добролюбова, Пестолоцци и Ушинского о том, что обучение ребенка и его воспитание – процесс единый. Мало того, учитель, какой бы предмет он ни преподавал, должен быть прежде всего умелым воспитателем. Эту мысль, подтвержденную собственным педагогическим опытом, Ульянов в одном из отчетов выразил так. В хорошо организованных училищах и у преданных своему делу учителей не встречается надобности употреблять какие бы то ни было меры взыскания с учащихся, потому что последние любят и уважают своих наставников и не позволяют огорчать их каким-нибудь поступком. Годовые отчеты Ульянова – это как бы отпечаток шагов, неторопливых, полных раздумий, порою тревог, но не ведающих усталости, ибо это шаги человека со светильником в руках. Шли годы. «Ваше превосходительство, может быть, все-таки отдохнешь?» Мария Александровна предложила мужу стакан свежезаваренного чая. Илья Николаевич, оторвавшись от работы, принял чай и жадно отпил глоток. «Ильюша, а ты знаешь, что время уже за полночь?» А он беспечно. Подумать только, куда мы с тобой, Маша, забрались в генералы. Даже оторопь берет, пево восхитительства. Гево, даже выговорить толком не могу, это пышное величание. А я горжусь, и Мария Александровна приосанилась. Горжусь твоим высоким чином и орденом горжусь, свое заслуженное. Но работаешь, Илья, всех всякой возможности. Я извелась с тобой. Машенька, и тут Илья Николаевич лукаво прищурился. А ведь ты чуточку опоздала отрывать меня от стола. Я уже сам оторвался. И он возгласил торжественно «Финис коронат опус». Мария Александровна, обрадовавшись, сплеснула руками. «Закончил. Поздравляю. Только мне непонятно, зачем ты спросил крепкого чая, если работа закончена? Чтобы испортить себе сон?» Илья Николаевич повинно опустил голову. «Прости, что не дал тебе спать, но мне так недоставало тебя именно сейчас, эти полуночные часы. Ведь завершился труд десятилетия, это наш с тобой совместный юбилей». «Значит, посиделки?» — улыбнулась Мария Александровна и принесла рукоделие. Сели на кушетку. Илья Николаевич увидел лицо жены вблизи и с полной ясностью, и на нем печать десятилетия трудного, полного забот о куске хлеба и о детях. Вот этого самого десятилетия юбилейного. Усмехнулся иронией жизни, но чтобы не выдать поднявшего в нем чувство горечи, поспешила отвлечь внимание жены на себя. «Маша, а ведь я старик, 1,5 лет миновало», — сказал он уже в суровом раздумье. «Это я от одной старой чувашеньки услышал. Взглянула на меня оценивающе и не ошиблась, ведь как раз на будущий год мне 1,5.
«Ну что ж, и отпразднуем весело», — сказала Мария Александровна. «Но ведь я осталась послушать отчет Илюша». Илья Николаевич потрогал стопку листов на столе. «Неужели все это читать?» Он сделал кислую мину. «А ты расскажи. Самое для тебя важное. Это и мне будет интересно». В руках Марии Александровны уже бойко поблескивал вязальный крючок. «Я жду цифр». Она знала пристрастие мужа к математическим расчетам и в поощрение ему улыбнулась. «Готова поскучать?» «Хорошо. Но до цифры еще надо добраться. А допреж того, ну, никак не миновать Ермилу Мельника, помнишь?» И чудо сотворилось на всякой базарной площади. У каждого крестьянина, как ветром полу левую, заворотило вдруг. Он, посмеиваясь, продолжал. И несут на сиротскую Ермилову мельницу, сиречь на школы. Мужички наши, столько медных пятаков, целковиков, лобанчиков, пораженные битой, трепанной крестьянской ассигнации, что счет идет ежегодно уже на сотни тысяч рублей серебро. Мария Александровна даже вязать перестала. Она любовалась мужем, радовалась за него. «С подписными листами, кажется, особо преуспевает госпожа фон Гольц», — вставила Мария Александровна. «Не только, но и ее в числе других я уже неоднократно поощрял благодарностью в печати». Особенной гордостью Илья Николаевича стали новые школы. За десятилетие он построил 151 школьное здание. Учебный процесс в новых школах поставлен образцово, как ему и мечталось. Зажегся свет маяков, столь необходимый для школ, что еще блуждают, отягощенные грузом схоластических пережитков. Новые школы в огромной степени помогли Илье Николаевичу держать в уровне современных педагогических требований всю школьную сеть губернии. Общее число школ за 10 лет уменьшилось. Было 460, стало 423. Однако разница в том, что цифра 460 была дутой, а теперь каждая из 423 школ и существует, и живет полнокровной жизнью. В заботах об учителях Илья Николаевич проявлял не только здравый смысл начальника и организатора. Больше людям дашь, больше с них спросишь. Нет, все, что он делал для сельского учителя, исходило прежде всего из движения его души, прекрасной в своих бескорыстных порывах. Вознаграждение учительского труда в среднем числе утроилось. Скромно отмечает он в отчете за десятилетие. А ведь достижение масштаба огромного. Мало того, Ульянов добился для учителя человеческого жилья на селе, права на отдых, на больничную помощь от земства. Заключив все это в скупую строчку, нельзя не признать, что в течение десятилетия все-таки достаточно сделано для улучшения быта учителей. Илья Николаевич тут же, зная, что отчет будут читать не только в округе, но и в министерстве, выдвигает перед правительством и общественными учреждениями целую серию новых настоятельных просьб. Симбирский директор обеспокоен тем, что, как он пишет, положение народного учителя ничем не обеспечено в будущем. Не щадя сил, ни здоровья, ни при исполнении своих нелегких обязанностей, он к концу своей нередко 30-летней службы остается без всяких средств. Следует учредить пенсии. Илья Николаевич подсказывает земству, что обеспечить престарелых учителей можно без дополнительных источников средств, всего лишь путем упорядочения денежного земского хозяйства. Проект кладется под сукно. Симбирская губернская земская управа замышляет для своих служащих эмеритальную кассу. Илья Николаевич уже тут как тут, со списком учителей. Эмеритальная касса – это в сущности копилка на черный день. Средства кассы образуются из отчислений от жалования ее участников. Умрет человек на службе или вынужден по нездоровью выйти в отставку, касса выручает. Накопленные деньги выдает в виде единовременного пособия семейству. К сожалению, замечает Илья Николаевич, проект этот пока не приведен к исполнению. Сын или дочь
из семейства учителя, окончив местную школу, порой стремятся продолжить образование. Но учитель, по наблюдениям Ульянова, крайне затруднен в этом. Снова и снова Илья Николаевич взывает к министрам и земским деятелям. «Машенька», вдруг спохватился Илья Николаевич, «ты не устала?» «Кажется, Илюша, лампа устала». В самом деле свет в кабинете заметно сник, керосин в лампе выгорел. «Знаешь, о чем я подумал?» — сказал Илья Николаевич, зажигая свечу. Лукичу так и не довелось пожить на настоящем учительском жаловании. Мария Александровна прервала мужа, сказала строго: «Но не расстраивайся и, пожалуйста, я знаю, чего тебе стоило пережить эту страшную весть». Илья Николаевич опустил голову. Дело рук фон Гольца. Будучи в Петербурге лейб-гусаром, фон Гольц, как выяснилось, знавался с голубыми мундирами, то есть с жандармами. Обосновавшись помещиком, он не изменил своим симпатиям и в охотничьем азарте гонялся вместе с жандармами за политическими. Напав на след нечаевца Луки Лукича и обнаружив, что это один из любимых учителей ненавистного Ульянова, лейб-гусар возликовал вдвойне, и как удачливый охотник, и как супруг, делающий жене приятное для нее и оригинальное предподношение, в ее небесной голубизны глазах блеснули огоньки торжеств. Этот Ульянов будет знать, как соваться не в свое дело. Конец лета 1884 года. Семья Ульяновых возвратилась из Кокушкина. Отдохнувший в отличном расположении духа, Илья Николаевич пришел в свою директорскую канцелярию. Первое, что он увидел на столе, была бумага, озаглавленная «Правила о церковно-приходских школах». «Такс», — процедил он с огорчением, — «дожили, значит». Церковно-приходские школы — не новинка. В Симбирске было 2 до 6 в губернии. Но вот на столе у Ильи Николаевича бумага из Петербурга. Комитет министров, рассмотрев школьные дела, мнением положил, что духовно-нравственное развитие народа не может быть достигнуто без предоставления духовенству преобладающего участия в заведовании народными школами. А вот и правила, в коих это мнение претворено. Ну что ж, подумал Илья Николаевич философски, умы человеческие в мнениях разошлись, но дело ведь решает жизнь, фактор объективный. Донесение из Сызрани. Илья Николаевич вспомнил с теплым чувством. Там воплотилась его идея об учительских съездах, нынешний 2-й инспекторский район. «Ну-ка, господин Аристовский, чем порадуете старика-директора?» А тот доносил, что приходится задерживать жалование учителя, потому что земскую казну запустило руки духовенства из местного церковно-приходского учителя. Училище. Донесение из 3-го района. Уезды Алатырский и Буинский. Инспектор Ушерский с возмущением описывает происшествие в селе Кошки. Волостной старшина и местные священники явились к учителю чувашской школы и потребовали, чтобы он освободил половину здания. Есть, мол, указание, что в Кошках будет открыта приходская школа, а поместить ее негде. Учитель на это возразил, что в школе только комната-класс, да его, учителя, жилье. На него заорали: никаких больше чувашских мерзостных языков. Россия православная, и школе тут стоять православная. Многое из учебных пособий поломано, а половина парт растащена. Перепуганные ребятишки на занятия не ходят, учитель сидит запершись. «Такс», — гневно процедил Ульянов. «Что дальше?» И он стал выхватывать из почты бумагу за бумагой без всякого порядка. К концу года число церковно-приходских школ в губернии возросло с 8 до 22, частично за счет начальных училищ в системе Министерства народного просвещения. Протесты Ульянова оставались без последствий.
тот же 1884 год. В один из осенних вечеров после служебного дня Илья Николаевич, как обычно, сел почитать газеты. Напоследок взял в руки местную земскую. Издавалась Симбирская земская газета раз в неделю. Была заполнена ведомственными материалами, и читать тут в сущности было нечего. Держал ее Илья Николаевич для справок. В номере за 21 октября в глаза бросилось одинокое объявление. Продается сходно-двухместная карета, зад на рессорах. Это рассмешило Илью Николаевича. Зад рессорный. Мысленно пошутил он. А в голове что? Однако в газете оказалась и статья, да, пространная. В одном номере не уместилась. Названа «Церковно-приходские школы». Надо читать. Наконец сбылось давно ожидаемое всеми, кому дорога Россия, возвращение народной школы к ее первообразу. Церковь создавала и руководила народную школу, так было сотни лет, так даст Бог будет и на будущее время. Илья Николаевич поинтересовался, кто же это пишет, с большим опломбом, но не слишком грамотно, авторской подписи не оказалось. Отпала охота читать дальше, но в тексте мелькнула фамилия Победоносцев. Держались упорные слухи, что именно он, Победоносцев, в прошлом профессор, а ныне первый в России царедворец, задумал насаждать церковно-приходские школы, чтобы вытеснить начальные народные, подозрительные ему своим светским духом. А мнение Константина Петровича имело в правительстве вес окончательный. В статье воскуривался Победоносцеву Фомиан. А вот приведено и, собственно, его высказывание. «Настоящее время, — поучал Победоносцев, — время критики. Вся наука ушла в критику. Критика стала до крайности самонадеянная, считает все достижимым для себя. Ввиду каких-то крайностей критического направления современной науки следует старательно оберегать себе веру как средоточное начало истины. Сильна народная вера. Поэтому, приступая учить народ, следует заботиться не столько о том, чтобы сообщить ему знания, сколько о том, чтобы возгревать в нем эту веру, а средства к тому в Слове Божьем». Далее земская газета от рассуждений общих перешла к местным симбирским делам. Несколько лет тому назад в одном инспекторском отчете было рассказано по поводу инспектирования одной из лучших сельских школ. Эге, это обо мне. И Илья Николаевич быстро пробежал глазами следующие строки и улыбнулся. Да-да, припоминаю. О микроскопе речь. Этот ценный прибор он приобрел как учебное пособие сам же и демонстрировал его в школах, потому что не только для учеников, но и для самих сельских учителей микроскоп был в диковинку. Одна из учениц после этого в сочинении написала: «Когда мы смотрим простыми глазами, в капле воды ничего не видно, а когда посмотрим на нее в особый инструмент, называемый микроскоп, то видим, что в капле воды есть змеи и гады». Сочинение девочки-крестьянки было написано грамотно, мысли наивные, но изложены толково и самостоятельно. Илья Николаевич, порадовавшись тому, что и женские школы в губернии наконец-то пошли в нормальный рост, привел сочинение в ближайшем же своем годовом отчете как образец школьной работы. Автор-аноним раскопал его и ударился Филиппику. Скажите на милость, с какой целью было посвящать детей в таинство микроскопического мира? Вообразите положение мужика и бабы, родителей этой ученицы, когда она с полным авторитетом поведает, что они, глотая воду, глотают с нею разных гадов и змей. А инспектор доволен. Язвит аноним и заключает: весьма понятно при подобных условиях нерасположению нашего народа в новой школе. Ложь. Илья Николаевич едва удержался, чтобы не порвать газету. Только на плечах мужиков добав и держится наша новая народная школа. 70-80 копеек крестьянских в каждом школьном бюджетном рубле. А на пустое дело мужик гроша ломаного не даст. И в новом
приливе гнева. Пачкун, вот Пачкун, пакостник из-за угла. Илья Николаевич почувствовал слабость, лег на диван. Ему не хватало воздуха, расстегнул воротник, закрыл глаза. Отлежавшись, сел, потянулся, зевнул и, складывая газету, опять увидел объявление о продаже кареты. У кареты, следственно, зад рессорный, благоустроенный, а в голове, неважно что, не так ли и у иных господ сочинителей. Глаза его смеялись. Вот и святки. Осталась неделя до нового 1885 года. С дружески распахнутыми руками вышел в гостиную, где Мария Александровна уже принимала Валерьяна Никаноровича и Гертруду Карловну Назарьевных. Отношения между семьями давно уже скреплены чувством искренней дружбы. Дети, резвясь около елки, втянули гостей в хоровод. Потом с детьми остались Мария Александровна и Гертруда Карловна, а мужчины пошли в кабинет обменяться новостями. Сели, улыбнулись друг другу, но тут же помрачнели в мыслях у обоих гонения, обрушившиеся на народные школы. Назарьев увидел, как тяжко переживает эту напасть Илья Николаевич, и страдал за него, бессильный помочь. Илья Николаевич, сказал он, отдохнуть бы вам, не смею в крещенские морозы утащить вас в Назарьевку. Я там сейчас как медведь в снежной берлоге. Но дайте слово, что летом, даже еще весной, с первой песней соловья. Ульянов, кажется, не слушал. От крыльев носа, кончиком губ, бороздами пролегли морщины. Илья Николаевич, ну послушайте же, я скажу. И Назарьев продолжал. Отдых отдыхом, но этого мало. Вам надо серьезно поправлять здоровье. Хорошо бы вам за границу. Швейцарские Альпы. Вот мы с Гертрудой Карловной недавно совершили чудесный вояж. Богатырем вернетесь, Илья Николаевич, послушайте меня. Да, надо бы, отозвался Ульянов, богатырского во мне маловато нынче. Илья Николаевич улыбнулся, казалось бы, совсем не к месту, но просияли и глаза. С душевным подъемом он заговорил на любимую свою тему об учительских съездах. Сейчас пору без времени съезды помыслы Ульянова должны были сыграть дополнительно новую неоценимой важности роль. Надо сохранить кадры учителей народной школы, на выращивание которых положено 1,5 десятилетия, принять меры к сплочению учительства, чтобы оно выстояло, не дрогнуло перед испытаниями, не рассеялось кто куда, чтобы, когда жизнь отбросит в сторону победоносцевых, не вечны же они, уже на другой день в народных школах начались бы нормальные уроки. Все это, говорил Илья Николаевич, мы можем прекрасно осуществлять через съезды. В наших руках гибкий общественный аппарат, к нему и начальство уже пригляделось. Да и мы и ничем себя не скомпрометировали, так что действовать и действовать. Да, конечно, пробормотал Назарьев, чувствуя, что разговор приближается к критической точке. Но обратного хода уже не было. Кстати, Валерьян Никанорович, вы не забыли, что в вашем Симбирском уезде учительский съезд пойдет первым в этом году? Вы, так сказать, открываете сезон. Рекомендую из-под воль уже готовиться. Вот она, критическая точка. И именно о съезде Назарьев боялся заговорить. Но деваться некуда, надо отвечать. Илья Николаевич, он умоляюще поднял глаза. Только вы не расстраивайтесь, прошу вас. Учительский съезд наш. Видимо, разрабатывается новое положение. Ульянов потемнел и резким вопросом как бы вырвал у него внятный ответ. Запрещен? Да, губернатор имеет указание. В глубокой и непростанной тревоге за здоровье мужа находилась и Мария Александровна. «Илюша», — говорила она, скрипя сердце, — «но я примирилась с тем, что, прослужив 25 лет, ты не пожелал выйти на пенсию, а только с еще большей горячностью устремился в свои школьные дела. Но через несколько месяцев в ноябре исполняется твоей службе уже 30 лет. Что у тебя в мыслях? Неужели и дальше намерен служить
отклоняя пенсию. Но ведь это при твоем пошатнувшемся здоровье самоистязание какое-то. Нет, я этого не вынесу. А Илья Николаевич отвечал ей мысленно: «Друг мой, я не только потерял бы здоровье, но тут же захерел бы и погиб. Облачись я в домашний халат». Друзья не допустили бы, чтобы Илья Николаевич остался одиноким в своих несчастьях. Счастливый тем, что происходит в его доме, Илья Николаевич проговаривал: «Вот это дружина! Силушка по жилушкам переливается, только спросу на нас не стало». Друзья вспоминали о первых шагах симбирского инспектора. В передаче «Добрых уст» эти шаги порой неумеренно превозносились. Илья Николаевич тотчас требовал пардону и, посмеиваясь, цитировал Салтыкова-Щедрина. Был он пискарь, просвещенный, умеренно либеральный, и очень твердо понимал, что жизнь прожить не то что мутовку облизать. «Сказка какая-то», — вдруг с горькой усмешкой сказал Илья Николаевич. «Открывали, какие хотели школы, ставили, кого хотели учителями. Просто воображения не хватает, чтобы представить те благословенные времена». Он встал, прошелся в волнении, но тотчас был замечен из кружка дам. Блеснула пенсне. Это Прушакевич сделала движение, склонив по привычке чуть-чуть на бок свою красивую голову. Вера Павловна несколько мгновений наблюдала за своим старым другом и наставником. Ульянов сделался учителем, потому что не мог им не быть. Она также. Для него в этом смысл жизни, для нее тоже. Вместе с нею гимназию кончила Вера Васильевна Кашкадамова, но только через 5 лет подруги встретились на педагогическом поприще. Кашкадамову заинтересовали высшие женские курсы в Казани, где она завершила образование. Обе стали выдающимися педагогами-ульяновцами. Между тем Вера Павловна, наблюдая в гостиной за Ильей Николаевичем, обнаружила, что он окончательно замкнулся в себе. Среди людей даже вступает в разговоры, а сам в душевном одиночестве. Обратила на это внимание сидевшая рядом Кашкадамова, и подруги тут же решили взяться за хозяина, да с двух сторон сразу. «Илья Николаевич, нам без вас скучно». Подошел, охотно присоединяюсь к компании, только, увы. Он поклонился и с язвеющей улыбкой, даже две Веры не в силах поднять мою поколебающую веру человеческую добродетель. «А это мы еще посмотрим», — сказала Кашкадамова. «Это мы еще увидим», — в тон ей объявила Прушакевич, закуривая папиросу. «Сажусь в цветник», — покорно согласился Илья Николаевич на исправление. Прушакевич негромко, с чувством произнесла нараспев: «Жизни вольным впечатлением душу вольную отдай». Это была строка из песни Еремушки Некрасова, любимого Ильи Николаевича стихотворения. Кашкадамова тотчас подхватила: «Человеческим стремлением в ней проснуться не мешай». Что-то дрогнуло в лице Ильи Николаевича. Эти женщины своим чутким прикосновением к его душевным струнам едва не заставили его расплакаться. Вот был бы конфуз. Однако вызов сделан, и как в народных играх надо без задержки отвечать. Илья Николаевич и откликнулся: «С ними ты рожден природою, возлелей их, сохрани братством, равенством, свободою называются они». Он вдруг легко, вскочив со словами «Простите, я сейчас», быстро вышел из гостиной и также быстро вернулся. В руках у него была тетрадь в твердых корочках с медными для прочности иголками. Он предъявил тетрадь дамам. «Я знаю ваш почерк», — сказала Прушакевич. «Он чёток, красив, но здесь в каллиграфии вы превзошли себя». Вдохновило содержание, застенчиво отозвался Илья Николаевич. Им было переписана песня Еремушки. «А это что за автографы под песней?» — заинтересовалась Кашкадамова. «Саша 1877, Аня 1875, Володя 1881, Оля 1883, Митя 1885». Илья Николаевич улыбнулся.
Мой кучер Дунин как-то сказал об 11-летнем Саше. Парень в разум взошел. Вот тут я открыл мальчику высокий нравственный идеал песни и рюмушки. А он впервые в жизни с удовольствием расписался. В разное время и другие мои дети входили в разум. Отсюда все эти автографы. Директор народных училищ Симбирской губернии 30 октября 1885, номер 796. Его превосходительству господину управляющему Казанским учебным округом 11 ноября сего года окончится срок первого пятилетия, на который я был оставлен на службе по выслуге мною 25 лет. Имею честь покорнейше просить вашего ходатайства об оставлении меня вновь на службе на второе пятилетие. Директор народных училищ Илья Ульянов. На ходатайстве резолюция бездушная и циничная представить к оставлению до 1 июля 1887 года. Попечитель согласился потерпеть Ульянова на службе лишь еще 1,5 года. Анна Ильинична вспоминает, в декабре 1885 года, будучи на 3-м курсе, я приехала опять на рождественские каникулы домой, в Симбирск. В Сызрани я съехалась с отцом, возвращавшимся из очередной поездки по губернии. Помню, что отец произвел на меня сразу впечатление сильно постаревшего, заметно более слабого, чем осенью. Помню также, что и настроение его было какое-то подавленное, и он с горем рассказывал мне, что у правительства теперь тенденция строить церковно-приходские школы, заменять ими земские. Это означало сведения на смарку дела всей его жизни. Я только позже поняла, как тягостно переживалось это отцом, как ускорило для него роковую развязку. Скончался Илья Николаевич Ульянов 12 января 1886 года. Работая над составлением годового отчета, приехавший врач определил кровоизлияние в мозг. Было Илье Николаевичу от роду неполных 55 лет. Живо напомнилась мне Мария Александровна, бледная, спокойная, без слез, без жалоб, стоящая у гроба В.В. Кашкадамова. К новому 1886 году Илья Николаевич был пожалован одной из высших наград империи, орденов Станислава I степени. Знак ордена – крупная сияющая звезда на левой стороне груди и широкая муаровая лента через плечо. Несколько строк из обширного некролога, опубликованного попечителем в циркуляре по Казанскому учебному округу. Все сослуживцы покойного, учащие и учащиеся в городских народных училищах, вице-губернаторов, директор и многие учителя гимназии, кадетского корпуса и духовной семинарии и все чтители памяти покойного, а кто в Симбирске не знал и не уважал его, и огромное число народного напомнили дом и улицу около квартиры покойного. Высшие лица симбирского духовенства совершили краткую литию. Гроб с останками покойного был принят на руки его вторым сыном, ближайшими сотрудниками и друзьями. В журнале «Новь» уже независимо от попечителя округа было сказано: он очень много потрудился на пользу народного образования, поставив его как в Симбирске, так и в губернии едва ли не лучше, чем оно поставлено в других местностях России. Дом Ульяновых опустел, никого не видно, никого не слышно. Володя, мучаясь тоской, бесцельно бродил по комнатам. На рояле среди нот что-то блеснуло. Протянул руку, тетрадь отца с медными уголками на твердых корках. Как она здесь оказалась? И вспомнил, отец принес тетрадь в гостиную и показал Вере Павловне и Вере Васильевне. Володя раскрыл тетрадь и увидел последнюю в ней запись. «Пэр
аспера от астра. Через тернии к звездам. Перевел Володя с латинского.